Привет, друзья! Сегодня мы покажем вам интерьер, реализованный по нашему дизайн-проекту в новом жилом комплексе в самом центре Санкт-Петербурга. И об этом интерьере, о истории его создания, о декоративных приемах расскажет мой коллега, руководитель нашей дизайн-студии Андрей и наш ведущий дизайнер Ксения. Обязательно смотрите до конца, здесь очень много всяких интересных решений, мы много поговорим о примыканиях. Это не минимализм, это современная классика, я думаю, что всем будет очень интересно. Я уверен, вам интересно будет посмотреть это видео, потому что мы здесь применили много очень полезных решений, для всех полезных, вы тоже сможете их применять в вашем интерьере. И к тому же здесь очень интересная стилистика. Это не надоевший всем минимализм с серыми кубами, а это новая, действительно интересная интерпретация неоклассики. И мы начнем наш рассказ с кухни-гостиной. В последнее время, если открываешь какой-нибудь дизайнерский паблик или просто там Pinterest, Instagram, то увидишь, как правило, кухню в светлом дубе с какими-нибудь серыми фасадами. Как правило, это либо монохром, либо что-то бежевое. И это всем очень сильно начинает надоедать. Поэтому здесь мы приняли решение сделать кухню в цвете, который к тому же является любимым цветом заказчиков. Это такой условно серо-голубой цвет, или даже просто голубой цвет. И в итоге получилось интересное решение. Это характерная такая кухня, которая сразу же отличает эту квартиру от остальных. Кухонная столешница выполнена из кварцевого агломерата. Это самый твердый, самый классный материал, который вообще не убиваем. На него не влияет ничего. Его нельзя порезать ножом, его нельзя испортить кипятком, нельзя вообще испортить никак. Он очень твердый, он тверже, чем гранит. Фартук из того же материала и столешница на кухонном острове также из кварцевого агломерата. Фасады — это комбинация собственно, эмалевых крашеных фасадов и шпона ореха. Это шпон натурального ореха, достойный тоже крутой материал. В этом помещении у нас две основные функции – это готовка и обеденная зона. И нам хотелось разделить эти две зоны визуально друг от друга. Мы использовали 3D-панель, но не привычным способом, когда мы приклеиваем 3D-панель на стену, а наоборот, сделали нишу и углубили рельеф внутрь стены и дополнительно подсветили ее. Чтобы добавить классических мотивов в интерьер этого помещения, мы повесили над обеденной зоной оригинальный светильник фабрики Catalan Smith. В нашей студии есть правило: мы не используем подделки и реплики известных брендов, потому что это сразу удешевит ваш интерьер. Это кухня российского производства, и могу сказать, что на сегодня кухни российского производства, они где-то, наверное, по качеству равны средней Италии. Если брать там фабрики Бонтемпи или Стоза, то российская кухня, в принципе, выглядит абсолютно так же, и отличить на первый взгляд будет сложно. Это не касается, конечно же, там топового итальянского уровня или дорогих немецких кухонь, но если брать именно среднюю линейку, то вполне достойно сделано. На кухне в основном используются встроенные ручки, их не видно, и две единственные открытые ручки – это холодильник, потому что его просто невозможно будет открыть, если мы будем использовать такие же ручки, как и везде. Это будет очень сложно. Из кухонной техники здесь встроенная кофемашина Милли, духовой шкаф Милли и пароварка. Заказчик сказал, что, покупая такую классную многофункциональную дорогую технику, надо еще потратить время на то, чтобы научиться ей пользоваться. Пользоваться всем этим функционалом, который здесь есть. Потому что это очень непростая профессиональная техника с множеством функций, и надо посвятить прямо массу времени, чтобы действительно что-то приготовить стоящее на таких машинах. Мы любим использовать потолочные светильники такого типа, они притопленные в потолок, и это позволяет не видеть источник света, когда их включаешь, когда находишься в квартире вечером. Ничто не слепит глаза, это очень комфортно. При этом такой понятный рассеянный свет наполняет все помещение.
Я недавно заметил, что в дорогих отелях, в классных сетях отелей, ну, типа Four Seasons, использованы вот такие вот точно светильники, чтобы гости не получали вспышек в глаза, чтобы нахождение в отеле всегда было комфортным, спокойным. Эти притопленные встроенные светильники выполнены из гипса, и при монтаже они монтируются таким образом, что их вообще не видно, никакой линии, никакого соединения светильника и потолка не просматривается. Это все единая форма. Функционал кухни здесь классический, такой в правильной последовательности выполненный. Вначале холодильник, откуда мы берем продукты, овощи, моем их, шинкуем, нарезаем и готовим на варочной поверхности. Ну, то есть все, собственно, в классическом варианте. Здесь вот находится посудомоечная машина, находится удобно, как раз под руку, чтобы складывать посуду, тоже в нужном месте. Мойка у нас Амайкири, это очень классный бренд. Здесь есть весь функционал, здесь есть дозатор жидкого мыла, здесь есть измельчитель и удобный смеситель с вытяжной вот такой вот штукой. У меня дома такая же, поэтому это очень, очень удобная история, чтобы мыть саму раковину и посуду. Чаша мойки Амайкири выполнена из искусственного камня. Это не только практично, но еще и красиво. Вот. И еще важный момент. Расстояние между мойкой и варочной поверхностью составляет ровно метр. И это правильное эргономичное расстояние для удобства готовки. Оно уже годами рассчитано, поэтому делайте так. С размерами кухни сложилась такая ситуация. Мы взяли 600 мм на столешницу, 600 мм на холодильник и 600 на колонну с техникой. И осталось вот такое вот странное расстояние, которое было непонятно, куда применять. Думали, может быть, выдвижную корзину какую-то делать или что-то такое. Но придумали вот такое симпатичное решение. Это витрина с посудой, направлена как раз в сторону гостиной, и здесь довольно уместно смотрится. Также здесь вот, обратите внимание, живет робот-пылесос. Мы для него обычно оставляем всегда под одним из шкафов какую-то нишу, расстояние. Он туда приезжает заряжаться, ну и в целом живет там в нерабочее время. При первой встрече с заказчиками на объекте мы думали о том, чтобы заходить в эту комнату через эту стену и сделать отдельно кабинет, отдельно кухню. В процессе работы над планировками мы поняли, что пространство будет намного более интересное и воздушное, если мы объединим эти две комнаты и будем заходить через кухню. Но функция кабинета закрытого нам все-таки была нужна, поэтому мы отделили эти две комнаты стеклянными перегородками и повесили шторы на случай, если придут гости и все-таки захочется их оставить переночевать. В этой комнате мы запроектировали встроенный шкаф с минималистичными ровными фасадами, чтобы он не смотрелся большим, огромным шкафом. Если бы мы добавили каких-то филенок, фрезеровок или любого другого декора, мы бы слишком много притягивали к этому объему внимания, и шкаф смотрелся бы громоздко. А так это как будто бы стеновые панели. Если вы вдруг решите сделать у себя дома такие перегородки, то помните, что эти перегородки должны быть именно на верхней направляющей, а снизу не должно быть ничего, вот как здесь. Потому что любой порог, любые какие-то держатели этой перегородки здесь неуместны. Это будет совершенно нарушать цельность всего этого пространства. Здесь мы использовали прозрачные перегородки, которые, собственно, это пространство вообще никак не ограничивают. И только для того момента, когда здесь кто-то будет, например, спать или работать, а здесь, например, будет какая-то другая группа людей находиться, здесь есть вот такие портьеры, которые отделяют одно пространство от другого. В
В углу комнаты рядом с балконом и напротив окна мы организовали рабочее место с письменным столом и стеллажами для хранения документов. У нас есть открытые полки для декора и закрытые для документов. Когда мы выслали наш первый вариант эскизов этого интерьера заказчикам, заказчики сказали, нам вообще ничего не нравится, ребята, давайте встречаться, потому что это вообще не то. Мы не поняли вначале, в чем дело, потому что мы опирались на те референсы, которые нам прислали, но дальше все стало понятно. А дело оказалось в том, что жене больше нравился неоклассический стиль, такой достаточно цветной, какой-то событийный, более характерный, а мужу нравился минимализм. И что-то среднее между этими двумя стилями найти достаточно сложно. И вот этот интерьер как раз отражает то, что получилось в итоге. Я уверен, что у нас получилось именно замиксовать эти контрастные пожелания и создать какой-то цельный интерьер из таких противоречивых, казалось бы, направлений. Мастер-спальня в этой квартире небольшое помещение, поэтому мы решили ее слишком не нагружать декором, но при этом мы обязаны были дать ей какой-то характер, чтобы она была интересной, при этом не потеряла пространство и не потеряла свою мягкость, потому что в спальне все-таки нужно отдыхать, и для этого мы использовали такие вот мягкие природные цвета и округлые формы. Стену за кроватью мы оформили при помощи вот такой вот 3D-панели от производителя Артполя. Это гипс, но при этом со стороны кажется, что это текстиль, к тому же он окрашен такой вот бархатистой матовой краской, и все это вместе смотрится уютно и плавно. Как раз подходит под характер спальни, такой нейтральной, природной, мягкой. Спальня у нас продолжение всей квартиры, и в стилистике этого помещения мы также шли на компромисс между классикой и современностью. И здесь мы разбавили достаточно строгий интерьер деталями мебели. Обратите внимание на тумбы. Здесь у нас маленькие филенки, красивые латунные ручки. Подушки тоже с орнаментом, красивой строчкой. Мы поиграли разными фактурами, текстурами, и именно за счет этого разбавили строгий стиль. Светильники также у нас, их не назвать ни классическими, ни современными, потому что в них и плавные формы, и при этом современный материал. Такой глянцевый, но не хромированный, не черный. Вот смотрите, такое стекло применяем не случайно, потому что, что бы там в гардеробной не висело, в каком бы формате там эти вещи в бардаке не находились, всегда будет красиво смотреться через просвет вот таким вот орнаментом, вертикальными такими линиями цветными. Там можно устроить что угодно, закрыть, и будет красиво. Плюс еще вечерняя подсветка, тоже очень эффектно. Когда включаешь там свет, можно в комнате выключить весь свет, будет красивый вечерний такой эффект от этой гардеробной. Расскажу немного про примыкание гипсовой 3D-панели к потолку. Во всей квартире у нас теневое примыкание потолка к стене. А так как у нас волнистая 3D-панель, мы не могли точно так же профилем подойти именно к ней. Не хотелось строить над ней какие-нибудь козырьки, панельки, что-то городить, поэтому мы, наоборот, опустили 3D-панель от потолка на такое же расстояние, как у нас стена нависает над полом. И получилось такое интересное, аккуратное решение с примыканием и оформлением этого стыка. Здесь мы применили наше самое базовое, понятное решение по расположению сплит-системы внутреннего блока. Мы очень часто над входом в спальню располагаем внутренний блок кондиционера именно для того, чтобы он не дул на кровать. Он получается где-то на небольшом расстоянии от изножья кровати. Это очень комфортно, и при этом он не портит внешний вид стен. Потому что, повесить его над телеком или над кроватью, это, такое себе удовольствие. Еще, конечно, хочется рассказать вам про подсветку за изголовьем, которая помимо своей функции создать теплый, спокойный свет вечером перед сном, она подчеркивает рельеф наших 3D-панелей. Ванная комната здесь более классическая, консервативная. Мы решили ее отделать мрамором
статуарио. Это такой светлый мрамор, достаточно холодного оттенка. И черный оникс, вот такой вот темный оникс в качестве такой декоративной стены за чашей ванны. Обратите внимание, кстати, на раковину. Это очень прикольная раковина, она склеена из керамогранита. Это выглядит как простое изделие, но сделать, поверьте, непросто. Сделано в Петербурге довольно аккуратно. Таких подрядчиков на самом деле немного, кто может вот реализовать такое изделие, четко реализовать, а не абы как. Прихожая встречает входящего сразу вот таким вот интересным панно из декоративной штукатурки. Здесь каждый сегмент этого панно, каждый прямоугольник, квадрат выполнен в разной текстуре поверхности рельефной. Есть вот помельче рельеф, покрупнее, с каким-то направлением. И плюс, что очень важно, скрытая дверь, которая ведет в спальню, она также в том же самом рельефе. Рельеф переходит рисунком в дверь, что ее как бы маскирует и исключает как дверь. То есть это такая цельная декоративная стена. В прихожей must-have обязательно ростовое зеркало вот от пола до потолка. И специалисты по фэн-шуй, кстати, очень много лет назад говорили мне, что нельзя делать зеркало напротив входа в квартиру, что это вредно для благосостояния семьи. И поэтому, ну я не знаю, поэтому или нет, но я лично теперь вообще никогда не делаю зеркало напротив входа в квартиру. Вот у меня это теперь вообще табу просто. При входе в квартиру вас встречает удобная вешалка с банкеткой такой интегрированной. Под этой банкеткой находится место, куда мы можем просто вот так вот задвинуть пару обуви, не заморачиваясь. Это простое движение и в итоге порядок. Ну, соответственно, повесить куртки, положить сумку, положить шапку, все удобно. А закрытый шкаф для верхней одежды при этом у нас находится вот здесь за поворотом. Он включается при открывании. Вот. Здесь просто сам периметр квартиры диктовал некоторые условия, и нам было удобно расположить его именно так. Друзья, если вам понравился этот интерьер, созданный нашей дизайн-студией, то обязательно поддержите видео лайком. Переходите во все наши социальные сети, там очень много всего для вашего вдохновения. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. До скорых встреч, друзья. Пока-пока!